ПАЗ 1963. В вашем квадрате обнаружено... Понял, прием. Бабский остров, портуй. Понял, 1963 выезжаем. Прием, у нас тут код 1079. Сценарием бригады. Динамик, 26 нагрел самих канатов, провал открытое строение, повреждение услышал железнодорожной балки, представительское повреждение остальных тросов, повреждение совместимого уровня. Я умер в 2009-м. Незаметно, как старик, которого списали. Как что-то ненужное обществу. Последние годы я был закован в металлические корсеты. Держался из последних сил за берега жизни. Но, видимо, душа моя давно утонула в грязных водах речного порта, где каждую ночь я слышал грохот кранов, и прожекторы слепили мне глаза, где каждое утро, когда-то, когда были силы, толпы молодых и старых людей шли на работу, а теперь оставшиеся из них спились или потерялись во времени. Я был нужен этому обществу, когда мог терпеть и переносить их. А теперь... Какой же это был год? Наверное, лет 8 назад. Лето, тепло, жаркий воздух. Там мост превратился в какую-то длинную дорогу, парящую над землей. Все переливалось яркими красками. Было достаточно необычно и интересно наблюдать на водную гладь. Это был мой первый опыт. Как так получилось, что это произошло первый раз именно на мосту, но впечатление осталось на всю жизнь, связанное с этим местом. Вообще, я когда-то пообещал себе, что я буду праздновать здесь день рождения, пока мост не снесут. Было необычно, как минимум, звать людей на день рождения на заброшенный мост в городе. Ну, тут была активная деятельность, строили Троещинский, я был уверен, что будут сносить скоро, но не снесли, и вот проводили вечеринок кучу здесь. Всегда была куча народу, кого я не знаю, например. Ну, друзья приглашали друзей, тут в итоге каждый год приезжала милиция. Жаловались очень сильно из общежития, которое напротив, на звук, потому что у нас было по 1,5-3 киловатта звука всегда, и тут было, скажем, шумно очень. Ну и типа таких историй на самом деле довольно-таки много. И ел тут шпроты когда-то. Очень хотелось шпрот, мы приехали на мост кушать шпроты.
Тебя ёбнуть по голове надо было, чтобы у тебя зрение село. Вот тогда бы у тебя хуже зрение стало. Да. В принципе, в прошлом году я благодаря этой суке получил сотрясение мозга. Что, подпиздили? Не, она меня вовремя под руку сказала. Мы опаздываем, вперед, спеши. При этом переписываюсь вместо нее с ее парнем, потому что она настолько тупая, что не могла с этим справиться. Твою? Нет, она страдает от этого так же, как и я. Я говорю, а у тебя щитовидка, блядь, не болит? Он такой, блин, ну за что-то щекочет. Я говорю, вот, это 5-гигагерцовый Wi-Fi. Да, я не спорю, что это Даллас. Нету там, блядь. Была весна, конец весны, было уже тепло. У меня подружка говорит, поехали, Света, со мной к моему жениху познакомиться. Я говорю, поехали. Курсантики заканчивали военно-морское училище дальнего плавания. И им надо было жениться. Как ехать самому в Владивосток без жены? И меня привезла моя подружка, познакомила с одним парнем. Она привезла ему 2 судочка с картошечкой и с биточками, такими вкусными. До сих пор помню, прям чувствую этот запах. Шлемки тут. И помню, как он бедненький кушал, такой голодненький. Я думаю, чем их тут кормят? Вот. И мы на этом острове гуляли и смотрели, как куда автобусы приезжают. Помню, что мы приезжали автобусом. Но сейчас тут все совсем по-другому. Бабушка моя, вона працювала колись матросом. Йдемо ми з нею по цьому мосту. То якась жінка там зупинила мою бабусю, вони давай розмовляти, що то говорять. Ну, тобто на мене особливо не звертають уваги, я просто за руку тримаю. Соня, у тебе дитина гола, що сталося? Не так же і жарко. Стою я, за руку тримаю, ну, без трусів і без нічого, а труси пливуть. І я така, типа, бабуся, дивись, труси, ну, по Дніпру пливуть. Нас не застав. Слазь! Настрой! Я ж сліз! Так это ты! Слазь! Я так и знал, сука, я сліз, и никто не залез. А что так крепкий? Да крепкий, слазь, сука! Ну, слазь! Аллилуйя! Похилик слазить! Він пух! Блядь, ще точно! Я вас ненавижу. Ну, Даник, ты лезешь? Да тут легко. Дальше. Не, я туда буду. Слазь! Я туда.
Буде чай. Точно. Новий підвісний канатно-вантовий міст через Дніпро збудовано у Києві. Тепер це найкоротший шлях, що з'єднав місто з верф'ю заводу «Ленінська кузня». Мостобудівники зробили все, щоб це був найзручніший шлях і для новосельців Рибальського півострова. Новий міст почав служити людям.